такие тапочки получились у меня. Очень мягкие, плюшевые, вяжутся довольно быстро. Связать можно, ну, в принципе, за пару часов. За вечер свяжете точно. Вот такие вот тапочки, один и второй. Значит, что для этого нужно вам? Вам понадобится пряжа Alize Puffy Fine. И все. Ну, берите 2 мотка на всякий случай, потому что не знаю, на какой размер вы будете вязать. Я вязала на размер ноги 39. Вот. У меня вот такой вот тапочек один и второй получились. Значит, что хочу рассказать вам по поводу схемки. Вот здесь я набросала краткое описание. Сейчас вам все объясню и расскажу, а дальше уже вставлю нарезку, как и что вязать. Наглядно, каким образом провязывать все петельки. Смотрите, самый первый ряд мы делаем кольцо амигуруми и в него провязываем 9 столбиков без накида. Провязали, обязательно поставьте маркер начала ряда, либо ниточку контрастного цвета возьмите, чтобы помечать, где у вас начало ряда. Второй ряд мы делаем 9 прибавок, то есть в одно основание провязываем 2 столбика без накида. Всегда. Дальше с 3 по 13 ряд, всего 11 рядов, мы уже дальше вяжем 18 столбиков без накида по кругу. Вот здесь, когда мы сделали 9 прибавочек, у нас получилось 18 столбиков. И вот мы эти 11 рядов провязываем по 18 столбиков. После 13 ряда 3 ряда, дальше 14, 15 и 16 мы уже будем вязать не по кругу, а поворотными рядами. Вот здесь вот 3 наших ряда мы вязали по кругу, провязывали, довязали наш 13 ряд и уже вяжем поворотными рядами. То есть разворачиваем, делаем воздушную петельку в конце нашего 13 ряда, сделали воздушную петельку, но я здесь пометила, что это начало 14, но не принципиально. Значит, сделали воздушную петельку и провязали обратно 11 рядов. То есть у нас здесь посередине должно остаться 7 петелек не провязанных. Так, провязали 11, опять в конце 14 ряда сделали воздушную петелечку, 15 ряд провязали 11 столбиков без накида, опять развернулись, провязали 16 ряд 11 столбиков без накида, получается всего вот таких вот поворотных рядов у нас будет 3 ряда поворотных. 17 ряд мы провязываем всего лишь 5 столбиков до середины, то есть довязываем, потому что потом мы будем уже закрывать там, где наша пяточка, будем делать закрытие. Так, и закрываем вот нашу пяточку. Закрыли пятку и сразу же обвязываем вот здесь 2 ряда вверх по кругу полностью. Вот здесь вот обвязываем 2 ряда. У меня получилось 17 столбиков в первом ряду и во втором ряду 17 столбиков. И все. Закрываем соединительным столбиком. Все вот это дело соединяем и прячем нашу ниточку. В принципе, и все. Так что смотрите дальше видео, и там я подробно вам все постараюсь объяснить и рассказать. Если что-то непонятно, то пишите в комментариях, задавайте вопросы. Один носочек вот такой я уже связала. И сейчас уже на основании вот этого одного мы будем с вами вязать второй. Вяжутся они одинаково. И я вам расскажу основные принципы. Значит, смотрите, вязала я из Alize Puffy Fine. В моточке идет 100 грамм, 14,5 метров. Петельки гораздо меньше, чем у обычной Alize Puffy. Значит, смотрите, что мы делаем для начала. Мы начинаем вязать вот отсюда. Вот наше начало. И продолжаем уже вязать вот в этом направлении. Сюда вяжем. И вот здесь уже будем обвязывать дальше. Смотрите, сейчас мы будем набирать в кольцо амигуруми петельки. Каким образом? Вот наше начало ниточки. Если у вас вот здесь нету такой длинной ниточки, вы разрезаете петельки. Это я просто уже их разрезала здесь. И у меня получилась вот такая ниточка длинная. Дальше берете вот эту ниточку,
и наматываете на руку. Вот таким вот образом 2 раза. То есть положили 1 раз и еще 2 раз намотали. Вот здесь вот у вас так получается. И теперь что вы делаете? Значит, мы берем 1 петельку, заводим сюда вот в центр, завели. Дальше вот она, 2 петельку берем и сюда же заводим. Вот у нас уже в кольце 2 петли. 3 петельку мы не заводим, мы на нее одеваем наши вот эти 2 петельки, 1 и 2 одели. Вот это наш первый столбик получился без накида. Дальше следующая петелька, вот она, мы ее заводим опять в кольцо, в нашу следующую петлю. На вот эту уже петелечку мы сейчас будем одевать наши вот эти 2 петли. 1 и вот это вот 2. Одели. Вот наших 2 столбика получилось. Нам нужно сделать таких 9 столбиков. Опять следующую петельку, которая идет у нас от мотка, мы заводим в кольцо. А вот эту уже петельку мы на нее одеваем наших 2 петли, которую завели и которая идет с последнего нашего получившегося столбика. Вот таким вот образом. Опять 1 петельку заводим в кольцо, на следующую одеваем наши получившиеся 2 петли. 1 и 2 одеваем. И мы можем считать столбики. 1, 2, 3, 4. Делаем 9 столбиков. Это наш первый ряд будет. Сделали 9 столбиков. Их можете посчитать либо вот здесь по столбикам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Либо же по косичкам. Вот наша первая косичка идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот 9. Теперь что мы делаем? Сейчас нам нужно сомкнуть в кольцо. Вот мы берем наш остаточек нити, конец, и затягиваем просто. Тянется ниточка очень легко. Все. Вот наше кольцо готово. Эту ниточку мы сейчас будем прятать вот здесь по ходу вязания, когда будем сейчас вязать, и у нас она не будет особо нигде заметно болтаться. Так, в принципе, вы можете еще ее даже и подвязать, либо здесь несколько раз протянуть, чтобы хорошо зафиксировать. Так, первый ряд мы провязали. Сейчас вяжем второй наш ряд, и во втором ряду мы в каждый наш столбик предыдущего ряда будем делать прибавку. Каким образом? Значит, смотрите, мы вот в одно основание будем провязывать 2 раза, получается, столбики без накида. Получается у нас одно основание, с него мы вяжем 2 столбика, и это называется прибавка. Каким образом? Смотрите, вот этот конец нити тоже прячем здесь же, берем вот. Еще обязательно нам нужен маркер, это какая-нибудь нить контрастного цвета другого, чтобы мы знали, где у нас начало ряда. Значит, берем вот ниточку и вот сюда я ее завожу, просто вот так вот помечаю начало ряда моего. Так, значит, смотрите, вот берем петельку нашу, заводим в первую самую, в первый столбик, продеваем и вяжем сейчас столбик без накида в первую петельку. 1 столбик провязываем, вот у нас получился, и сюда же, опять же, в это основание сейчас мы заводим еще одну петельку, чтобы провязать в него наш второй столбик и сделать так называемую нашу прибавку. Все, вот мы в одно основание провязали 2 раза столбик без накида, 2 столбика получается. Дальше опять следующее основание, вот следующая косичка, и в нее мы опять провязываем 2 столбика. 1 столбик провязали,
и сюда же второй столбик. Вот у нас уже должно получиться 4 столбика. Вот 1, 2, 3, 4 столбика уже от начала есть. И всего так нам нужно сделать, получается, 9 раз, то есть в каждую нашу вот в эту цепочку по 2 раза. И в конце у нас уже должно получиться во втором ряду 18 столбиков. Довязывайте этот ряд до конца. Все, значит, довязала я второй наш ряд. У меня получилось 18 столбиков без накида по кругу. И сейчас уже мы будем вязать 11 рядов дальше без каких-либо прибавок. Получается 11 рядов по 18 столбиков без накида в каждом мы вяжем сейчас на нашу длину. То есть вот начиная с 3 по 13 ряд, вот здесь, до этого момента мы вяжем просто по кругу наших 18 столбиков, 11 рядов. Делаем длину. Также длину вы можете сами примерять уже на ножке, когда провяжете 11 вот этих рядов без прибавок, смотреть, достаточно ли вам длины, либо слишком длинная, либо может сделать как-то покороче. Так что уже это вы можете регулировать сами. Вот, значит, опять помечаем начало ряда. И каждое начало ряда вы обязательно отмечаете, чтобы не запутаться. И продолжаем вязать. Вот сейчас у нас одно основание и один столбик уже. Все, вяжем без прибавок. Столбики без накида. Всего 11 рядов таких. Вот один столбик в одно основание. Второй столбик в другое основание. Все, вот у нас уже хвостик мой уже... Вот он уже все спрятался. Нету его. Все, и так вяжем по кругу. И не забываем менять ниточку туда-сюда, чтобы не потерять начало ряда. Это обязательно. Так, все, довязывайте, значит, сейчас длину 11 рядов. И дальше я вам расскажу, что нужно делать. Все, провязала, значит, необходимую длину. Всего 13 рядов получается наш первый, второй ряд и 11 рядов без прибавок. Всего 13 рядов мы провязали по кругу. Вот что у нас получилось. Можете примерить, посмотреть, может распустить, может быть вам еще пару рядов добавить. И это у меня получается, вот смотрите, на готовом покажу. У меня получается вот здесь 2, 4, 6, 8, 10, 11. Вот до этого момента. Мы еще здесь сверху будем обвязывать по кругу, когда уже свяжем сейчас здесь поворотными рядами, по кругу еще будем 2 ряда обвязывать. Вот, провязали. И сейчас 3 ряда мы будем вязать поворотными рядами. Каким образом? Сейчас мы отсчитываем. Значит, смотрите, у нас 18 здесь всего столбиков, 18 петелек. Сейчас мы вяжем в обратном направлении уже, не вяжем по кругу. По кругу мы уже закончили вязать. Сейчас 3 ряда мы будем вязать поворотными рядами, но не полные ряды. Посередине, вот здесь, где у нас идет, отсчитываем сюда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вот этих вот передних столбиков мы провязывать не будем. То есть мы провяжем сейчас 11 столбиков в обратном направлении, опять развернемся и будем вязать обратно 11 наших столбиков. Вот мы провязали последний наш столбик 13 ряда. Сейчас делаем петлю подъема воздушную. Для этого просто петелечку вот продеваем через последнюю петлю и все. Вот таким образом набросили и провязали. Разворачиваем наше вязание. И сейчас опять вяжем столбики без накида. Вот эту петельку мы пропускаем, первую, а во вторую опять вставляем петлю и провязываем уже столбик без накида. Первый наш. Вот, все. Первый столбик готов. Сейчас нам нужно провязать 11 столбиков. Первый, значит, был. Сейчас второй столбик, третий,
И вот 11 довязала, значит, еще раз проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 столбиков посередине у нас осталось. То есть начало ряда, вот оно наше. Оно у нас будет здесь, видите, немножко сбоку, когда мы будем уже надевать наш тапочек. Но оно незаметно, потому что мы вяжем по кругу, и оно все здесь, в принципе, одинаково. Так, провязали 11 столбиков. Дальше опять провязываем вот здесь, делаем воздушную петельку такую подъема. Просто петельку провязали вот таким образом. Все, опять разворачиваемся и провязываем еще один ряд, 11 столбиков без накида. Это уже наш второй ряд. Провязываем его. Вот довязали второй ряд до конца. Опять делаем воздушную петельку подъема, поворачиваем наше вязание и в обратном направлении опять провязываем. Получается 11 столбиков наших без накида. Первую петелечку пропускайте, в нее не нужно провязывать. У меня закончилась ниточка, сейчас буду присоединять. Вы старайтесь, чтобы у вас такого не было. Если уже получится, то ничего страшного. Кончики я потом спрячу уже. Либо даже сейчас их можно завязать вот здесь в узелок и посередине вот сюда их запустить. Вот таким образом ввязать, чтобы они нигде потом у нас не фигурировали. Довязываю третий ряд до конца, прячу кончики посередине здесь. Все, вот, они даже и не видны. Присоединила ниточку. Так, это наш последний третий ряд, полный. Сейчас мы будем вязать четвертый ряд до середины и уже вот здесь вот закрывать нашу вот эту стеночку заднюю. Так, будем ее закрывать. Но вы смотрите, я вяжу на размер 39 у меня нога. Мне как раз 3 ряда достаточно, больше не нужно. Я вязала, ой, сколько я вязала? Я вязала 5 рядов до этого, когда вязала вот первый, да, я провязывала где-то то ли 5, то ли 7 рядов на длину вот эту вот поворотными рядами. Мне было очень много, прям там свободно носочек держался на ноге, поэтому я распустила и оставила всего лишь 3 ряда поворотных на размер 39. Если вы вяжете на какой-то другой, ну, на большую ногу, то вам нужно будет, ну, 5-7 рядов вот этих вот поворотных провязать и потом уже закрывать. Да, еще, значит, 7 рядов, когда я вязала на размер ноги, муж мерил, значит, у него 45 размер, ему даже были великоваты немножко, ну, вот в пору, но чуть-чуть можно было, ну, 1-2 ряда убавить. Так что смотрите. Вот, значит, 3 ряда провязали. Сейчас последнюю опять делаем вот эту воздушную петельку в конце третьего ряда подъема, поворачиваемся и вяжем во вторую петельку. Опять же начинаем 5 столбиков. Сейчас провязываем в четвертом, вот в этом нашем ряду поворотном, провязываем всего лишь 5 столбиков. 1, вот это наш второй столбик будет, и уже будем закрывать сейчас все и обвязывать по кругу. Второй, это наш третий, 1, 2, 3, четвертый столбик и 5 столбик. Все, связали 5 столбиков. У меня здесь остается, получается, ну и у вас должно остаться 6. Вот 2, 4, 6. Чтобы все у нас было симметрично, мы вот эти 2 петельки сейчас будем провязывать вместе, когда сейчас будем закрывать, потому что здесь 5 у нас петелек, здесь 6. Ну, немножко не одинаково. Сейчас будем провязывать вместе. Смотрите, как мы это все делаем.
Вот наша лицевая сторона. Если вот так сложить, то шов у нас должен быть вот так вот слаживаем, да? И шов у нас, вот он, внутри мой шовчик. Вот он здесь получается. А здесь снаружи вот такая вот пяточка у меня. Так? Значит, смотрите, что мы для этого делаем. Для этого поворачиваю вот так вот на стопу мой носочек и слаживаю вот как слаживаю пополам, вот таким вот образом. Так, слаживаю и буду сшивать. Но для начала вот эти две петелечки, смотрите, первую петлю, которая у нас идет сразу же после нашего столбика, я завожу в него петельку только за одну стенку. Вот, за заднюю стеночку завожу петельку. В следующую петелечку, вот и в этот столбик, я уже завожу вот эту петлю за 2 стенки. Вот таким образом. Завела. Дальше слаживаю пополам, и вот эту же петельку я продеваю вот сюда. Вот она у меня здесь. Сразу вот в этот последний столбик, который мы только что провязали, я сюда завожу петельку. Вот так. Таким вот образом. Я ее продела. И сейчас мы ее еще пока держим, никуда мы ее не дели. Следующая петелька, которая у нас идет от мотка, я завожу ее уже в соседний вот этот столбик. То есть у меня 4 осталось здесь петельки. Значит, вот 1, 2, 3, 4. И в первую сюда завожу петельку. Так, завела. И здесь у меня 1, 2, 3, 4 тоже петельки. То есть эту петельку я уже у меня здесь заведена. Петля в этот столбик, я ее не считаю. То есть в 4-ю от начала тоже завожу вот сюда эту петельку. Вот таким образом. И на эту петлю я одеваю вот эти 2 петельки. Одну петельку одела. И вот эту петелечку тоже одеваю наверх. Вот сюда. Вот таким образом мы закрываем. То есть на последнюю, которую мы вытащили, мы одеваем предыдущие. Закрываем. Опять берем вот ниточка от мотка. Вот моя петелечка. Завожу ее 1, 2, 3. Вот сюда в 3-ю завожу. И ее же завожу 1, 2, 3. Вот сюда в 3-ю завожу. Завела. Вот моя петелька вытянутая. Я эту петельку одеваю на только что провязанную. Вот так. Оп. Одели. Дальше 2 осталось. Значит, завожу во 2-ю. Ее же завожу с этой стороны тоже во 2-ю. Завела. Так. Завела. И на нее одеваю вот эту, которая у нас осталась, чтобы закрыть наши петли. Закрыли. Дальше. Последняя у меня здесь осталась петелечка. В нее ввожу петлю одну и сюда. За эти 2 стенки тоже продеваю петлю. И закрываю. Все, закрыли. Вот такая вот здесь у нас косичка получилась. Все, выворачиваем. Вот таким образом. Вот наша петелька, которую мы провязали последнюю. Выворачиваем все это дело. Вот наш такой шовчик получился уже. Вот эту ниточку, где мы отмечали начало ряда, вот видите, где она у нас идет. Вот мой 2-й носочек. Здесь тоже было начало ряда, и здесь шла контрастная ниточка. Ничего нигде не видно, потому что мы вязали по кругу все одинаковое. То есть эту нить мы можем уже вытащить. В принципе, если нас все устраивает по размеру, примерить можете на данном этапе, пока не поздно, чтобы потом не перевязывать лишний раз длину, достаточно ли вам. Либо можно еще один ряд провязать, либо наоборот убавить. Так, меряете. Вот такой вот у нас получается носочек. Дальше мы будем обвязывать вот здесь вот 1 и 2 ряд по кругу. Это мы уже будем вязать высоту на нашу ножку. И эту высоту вы тоже можете смотреть, регулировать сами. Может быть, вам достаточно будет 1 ряда или 3-4.
как мы обвязываем. Значит, смотрите, вот наша петелька, последнюю, которую мы только что закрыли, соединили все. И вот наши петли от мотка. Мы берем вот наша петелька от моточка и продеваем вот сюда, в нашу петельку, просто, чтобы сделать такой подъемный, воздушную петельку, такую подъем сделать наш, так, провязали. И дальше, вот здесь уже чисто интуитивно можете, смотрите, у нас вот наш ряд, видно, как он делится, одна, вторая стеночка. Вот здесь вот этих 3 ряда провязываем вот сюда, заводим, петельку заводим сюда за стенки наши, за 2 стеночки, так, и провязываем наш первый столбик без накида уже в обвязке. И тоже обязательно потом пометьте маркером, ниточкой начало ряда. Вот можете булавку взять. Вот здесь я помечу, что это мой первый столбик. Дальше вот сюда я буду вязать второй столбик. Завожу петельку. Упал. Ну, в принципе, первый ряд он заметен, так? Второй, третий, вот здесь, вот сюда третий столбик мой будет. Четвертый столбик вот сюда буду провязывать. Пятый, вот он здесь на стыке. И сейчас буду провязывать вот эти 2, 4, 6, 7 столбиков, которые мы оставляли. Вот в каждую петелечку, получается, провязываем наших вот этих 7 столбиков. Уже здесь видно, куда их провязывать. Это получается 5 был, 6, 7 столбик, 8. 9, 10, 11 столбик, 12, и 13 столбик мы уже вяжем вот сюда. Наши 7 столбиков закончились. Вот сюда находим здесь, куда провязать. Вставляем петельку и провязываем столбик наш 13. Дальше вот здесь рядышком 14 провязываем. Оно заметно там, где куда провязывать столбики, вы поймете. Так, 14, 15, вот здесь отступаем, 15 столбик провязываем, так, дальше 16, вот сюда, 17 еще будет у нас, 17. Так, и в принципе получается, что все. Теперь вот мой первый столбик вот этого ряда. Сейчас я буду просто вязать по кругу второй ряд, получается 17 столбиков. Провязывайте. Не забудьте отметить только. Вот я провяжу первый столбик уже второго ряда. Первый столбик второго ряда и отмечу его, чтобы не запутаться. Так, и сейчас провяжу 17 столбиков второй ряд. Здесь уже высоту. Смотрите, как вам будет уже нравиться, как сидит на ножке носочек.
Провязываем второй ряд. Все, довязали второй ряд до конца. И смотрите, сейчас я уже буду просто закрывать, получается, вот эту нашу петельку, присоединять, чтобы не было особо перехода. Значит, вот эту петлю, которую мы только что провязали, вытащили ее, мы заводим ее вот сюда, в нашу первую петелечку, уже получается третьего ряда. Вот сюда заводим. Здесь ниточку вы обрезаете, петельки эти разрезаете. И вот эту нить, которая у вас получилась, вы продеваете вот в эту петельку. Просто вот засовываете и вытаскиваете ее. Вытащили ее. Все, у нас здесь зафиксировалось все. И ничего не распустится, получается, так? Ничего не распустится. А вот эту ниточку, которая у вас получилась, вы просто можете здесь завязать пару узелков еще, продев через ниточки, и по ходу вязания спрятать все. Заметно ничего не будет. Вот здесь с обратной стороны. Все, и наш носочек готов. Я обвязала 2 раза. Вы смотрите, ну, можете 3-4, ну, высота это уже чисто на ваш вкус. Как вам нравится, если вы хотите повыше, может быть. И вот такие вот носочки у вас получатся. Довольно-таки милые, теплые и уютные.